Добрый день, дорогие друзья! С вами Городовой Данил, основатель консалтинговой компании Горгоуп. Вы на канале Золотой Стандарт. В этом видео мы с вами разберем, ошибся ли Михаил Хазин в прогнозах, почему не сбывается прогноз по крушению доллара, почему все еще нет обещанной потребительской инфляции 10% в США и почему Михаил Хазин часто рекомендует покупать золотые инвестиционные монеты. Приведу интересные исторические графики. Вы узнаете, что за 15 лет выросло в 8,4 раза. И почему и как сейчас можно заработать больше. Также вы узнаете удивительные секреты и факты о золоте. Итак, поехали. Для тех, кто не знает, Михаил Леонидович Хазин – это российский общественный деятель. Экономист, публицист, блогер, теле- и радиоведущий. Бывший чиновник администрации президента России. Написал такие книги, как «Закат империи и конец Пакс Американо», «Воспоминания о будущем» и «Лестница в небо». Он часто дает свои экономические прогнозы, выступает с альтернативными взглядами либеральной экономической мысли. Некоторые люди, которые давно следят за его прогнозами, считают, что они ошибочны и приводят следующие фразы и доводы. А хоть какие-либо из его прогнозов сбывались, все предсказывает конец доллару, а доллар все живет. Говорил, что осенью в Америке будет потребительская инфляция 10%, а она 6,8%. С 2007 года говорит покупать золотые монеты, а они за это время выросли лишь в 2 раза. Так что же, действительно, они правы и все прогнозы ошибочные, или люди недостаточно глубоко вникли в суть слов гениального экономиста? Давайте разбираться. Какие его прогнозы сбылись? Например, кризис 2008 года и теракт 11 сентября в США. Один знакомый, который давно следит за его деятельностью и несколько раз встречался с ним, говорит: «Я помню еще то время, 2005-2007 год, когда его вообще поносили по полной и на полном серьезе считали шарлатаном и маразматиком. А после 2008 года, когда предсказанный им кризис таки случился, стали приглашать на международные конференции». Кстати, рецензию к его книге «Воспоминания о будущем» написал академик Глазьев, будучи советником у Путина по экономике. Хазин никогда не обещал краха доллара как такового, хотя доллар тоже сильно потерял покупательскую способность за 100 лет. В своей книжке Хазин привел экономические выкладки, исходя из которых должен прийти конец глобализации, Бреттон-Вудской системе, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Как доказательство его теории можно привести пример текущих событий. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан, который недавно проводил пресс-конференцию после встречи Путина и Байдена, говорит о том, что структура межнациональных отношений претерпевает изменения. Трансформация структуры межнациональной политики продолжается на протяжении какого-то времени. Думаю, это не просто рассматривается, это происходит. Мы, считаю, вступили в эру внешней политики и международных отношений, когда речь более не идет об официальной огромной структуре, Парфеноне, Объединенных Нациях, Международном валютном фонде, Всемирном банке и так далее. У нас теперь более сложная смесь структур, уточнил представитель администрации президента США. Эти его слова говорят о понимании всей тяжести экономической ситуации в мире и, по сути, о бессмысленности существования МВФ и центральных банков. А это значит высокую вероятность возврата к региональным валютным системам, где ряд блоковых государств будут обмениваться между собой товарами при помощи золота, что приведет к его росту. О чем и говорит Михаил Леонидович в своих экономических выкладках. Ну что ж, давайте разберем его последний прогноз, озвученный летом. Предполагалось, что уже к концу осени потребительская инфляция в Америке будет 10%, исходя из полной промышленной инфляции в 19%. Пройдя по всем производственным цепочкам, товар должен был вырасти для конечного потребителя, так как производители все возросшие расходы перекладывают на покупателей, не желая уменьшать маржинальность. Но на данный момент она с начала лета поднялась с 5,4% всего лишь на 6,8%. Так что прогноз неверен? Во-первых, тогда даже неприлично было говорить о постоянной инфляции. Официальная позиция финансовых властей была такова, что инфляция проходящая, и лишь немногие из экономистов говорили о ее нарастании. Правда, именно у Хазина были наиболее обоснованные доводы и цифры. Во-вторых, статистические данные можно подкручивать. Вот, например, расчеты аналитиков говорят, насколько сильно
были изменены официальные данные. Чем темнее цвет, тем данные более ложные. В-третьих, это уже максимальная инфляция в США за 40 лет. В-четвертых, если считать инфляцию не по новой формуле, которую ввели при Клинтоне, а по старой, которая была при Рейгане, то инфляция не 6,8%, а как раз не меньше 10%. Приведенный график зависимости CPI, потребительская инфляция зеленым цветом, и PPI, полная промышленная инфляция синим цветом, это доказывает. Мы видим, что как раз с начала 90-х годов у графиков все больше разницы. А также мы видим закономерность, что через 3-6 месяцев после роста производственной инфляции растет и потребительская инфляция. Инфляция производителей все увеличивается и сейчас уже составляет около 26%. В итоге и здесь, казалось бы, ошибочные прогнозы, которые очень сложно делать по времени, на деле оказываются очень близкими к реальной правде, не говоря уже о самом направлении развития ситуации. И последнее возражение, которое я встречал, о том, что не очень-то уж и хорошая рекомендация покупать золотые инвестиционные монеты Георгий Победоносец, так как с 2007 года они выросли всего в 2 раза. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сейчас приведу вам очень любопытный график, но перед этим вопрос. Как вы считаете, если бы вы купили в 2006 году на 10 миллионов рублей доллары, либо недвижимость в Москве, либо золотые монеты, то сколько бы у вас было сегодня денег за 15 лет? Как видите, в долларах у вас было бы 26 миллионов рублей, в недвижимости 36 миллионов рублей, в золотых монетах 84 миллиона рублей. Так что и здесь рекомендации оказались весьма удачными. И можно сделать вывод, что прогнозы Михаила Хазина сбываются, а рекомендации являются результатами глубоких исследований, несмотря на кажущуюся простоту. А все более частое приглашение его выступать на передачу Владимира Соловьева говорит о все большей признательности его трудов и большой перспективы в будущем. Также поделюсь с вами удивительными секретами и фактами о золоте, тем, о чем не говорят банки и финансовые консультанты, так как им это невыгодно или просто не знают глубоко этого предмета. Есть противники инвестирования в золото. Они приводят пример последних 10 лет, когда инвестирование в него было не столь удачным. И они правы. Но если же мы берем точку входа 20 лет назад, то напротив, золото обогнало индекс S&P 500 на 300%. Индекс, который не могут обогнать ведущие хедж-фонды и профессионалы рынка в длительной перспективе. То есть при инвестировании в золото надо понимать, в каком рынке оно сейчас находится, в медвежьем падающем или бычьем растущем. Актуальную информацию, в каком рынке мы сейчас находимся и что считают ведущие аналитики и управляющие хедж-фондов, по этому поводу вы можете отслеживать в моем телеграм-канале, а также посмотреть видеоролики. Почему рост золота ускорится как в 70-х годах, когда инвестиции принесли 2400% в долларах. Бонусом хочу поделиться с вами очень вкусным графиком, который дает понимание ситуации. На графике вы видите, что доходность десятилетних облигаций США падает и уже меньше, чем в 70-е. И это по новой формуле расчетов, которую ввели при Клинтоне. Если брать формулу, работающую при Рейгане, ситуация становится еще более интересной. То есть инвесторам в облигации еще менее выгодны инвестиции, чем в 70-е годы, что заставляет их перекладывать свои деньги в сырьевые активы, а особенно в золото. А мы помним, что золото выросло в цене за 10 лет на 2400% в долларах именно в 70-е. Как считается реальная доходность? Обычная доходность десятилетних облигаций за год 1,47% минус 6,8%. CPI – это потребительская инфляция. Получается минус 5,33% теряют инвесторы каждый год. А это неплохой график для дополнения и понимания влияния доходности по десятилетним облигациям США на цену золота. Это происходит потому, что облигации являются наиболее надежным вложением, но при высокой инфляции они становятся невыгодными, а золото показывает растущую динамику в этот момент, поэтому инвесторы перекладывают свои деньги в него. Реального, а не бумажного золота, которое торгуется на биржах, совсем немного в мире. Некоторые золотые жуки считают, что
от настоящей информации о золоте, внимание отвлекается, как в фильме «Иллюзия обмана», что обычные люди не должны знать правильную информацию про золото. И это только для избранных. Хотя, возможно, вопрос простой финансовой грамотности. Безусловно, предугадать на 100% поведение цены и особенно время довольно сложно в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но сочетание знаний трех сфер, которые у меня есть, дает понимание, как на инвестирование в золото заработать в 5 раз больше при помощи правильных точек входа и других секретов. Первое. Это понимание макроэкономических фундаментальных процессов и политики. Второе. Знание и понимание истории графиков и фундаментальных показателей золота. Третье. Знание технического анализа по волнам Эллиота. И успешный опыт торговли с помощью него на фьючерсах. Это дает высокую вероятность исполнения прогнозов и лучшую точку входа. Дорогие друзья, подписывайтесь. Если вы поможете набрать каналу 1000 подписчиков, я сниму для вас подробный разбор технического и фундаментального анализа. Либо золота, либо курса доллара к рублю. Проголосуйте в комментариях, какая тема больше вам нравится, либо предложите свою, какая вас больше интересует. А чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и отправляйте это видео друзьям. Также события сильно ускоряются. Думаю, что 2022 год будет богат на новости. Чтобы не пропустить важные новости и точки входа, которые я буду рассматривать, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование и золото – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.